Привет, мои дорогие! Хочу просмотреть для вас такую тему. Для червовой дамы, то есть для вас, от трефового короля. Что вас думает и что чувствует к вам трефовый король. Загадайте своего короля, или можно вообще ничего не загадывать. Просто посмотреть, расслабиться, отдохнуть. И когда мозг отдыхает, тогда правильные мысли приходят и решения. Это вы, червовая дама, и это мужчина. Трефовый король, то есть серьезный человек, который серьезно к вам настроен. У меня здесь такой цветочный запах потрясающий для вас, чтобы расклад был овеян знаком любви. Потому что, как мы знаем, ароматы, они привлекают дух. Дух любви привлекаем. И я хочу посмотреть, что думает о вас загаданный вами трефовый король в момент просмотра. Что у него в жизни происходит. Что он хочет вам сказать? Вызовем его душу, его дух. И узнаем все о нем. Его чувства, есть ли с ним будущее. Вам дадут игральные карты совет. Игральные карты мои любимые. Потому что они смотрят в корень. Правдивые, точные, лаконичные. Будем смотреть для вас. Устройтесь так, чтобы вам приятно провести время. А это, в общем, главное, потому что в то время, когда вы отдыхаете, приходит самое лучшее решение. Итак, ну что ж, практически все готово. Подснимаю от себя, потому что для вас делаю. Итак, смотрим его мысли. Традиционный расклад и совет для вас. Его чувства и совет для вас. Его действия. Совет для вас. А также возможный исход событий. Все готово? Начинаем. Итак, мысли мужчины. Первые три карты. О, какие темные мысли у вашего мужчины. Видите? Какие у него темные мысли. Что-то у него на уме там такое намечтал себе темное. Сам себя захимичил, сам себя замагичил, потому что мысли у него темные, мысли это его, поэтому это самосглаз. У мужчины просто четко самосглаз. 7, 8 и 10. Пик. Карты очень сложные. Пик это проблемы, проблемы и еще раз проблемы. Мужчина тянет за собой хвост негатива. Мысли у него очень черные. Он пессимист, он, наверное, недоволен своей жизнью, своей работой, вообще своей жизнью полностью недоволен. Может, мужчина болеет. Что вы по этому поводу думаете? У вас ситуация получше. Во-первых, 2 девятки говорит об очень хорошем исходе событий, о счастливой семейной жизни и вообще делах счастливых, трефовая масть. Бубновая масть говорит о бумажных делах, о деньгах, все решается, деньги прибывают. Вы знаете, у вас как бы на периферии вашего сознания мужчина. На самом деле вы хотели бы, чтобы ваша жизнь благоустроилась, чтобы вы прилично зарабатывали, чтобы дом был устроен, чтобы были какие-то бумаги весомые, ну, такие бумаги, как, например, если у вас еще нет свидетельства о браке или, например, бумага на владение имуществом. В общем, вы заняты такими, знаете, насущными деловыми делами. Вот он трефовая масть, но у вас трефовый успех. Скорее всего, у вас с этим мужчиной может быть успех, тоже это возможно. У вас с ним есть много соответствия. Скорее всего, отношения эти судьбоносные, потому что вы при трефовой девятке, что является, в принципе, его картой. Да, мы видим это с вами. Если мы посмотрим на девятку трефовую, то вместе с красными картами она часто это очень хорошая карта. Это сердечная привязанность. Вы зависите от мужчины, скорее всего. Как-то эмоционально, морально или, может, материально. Да, потому что это привязанность. Но в хорошем понимании слова у вас с ним какие-то радости тоже или были вот-вот недавно или давно уже. Но что-то было общее, что-то вас сильно связывает вместе, конечно. И еще бубновая девятка – это очень хорошая карта. Это любовь, конечно. Это любовь для червовой дамы. Но у мужчины, конечно, здесь тьма темная, полная тьма. Во-первых, семерка – это слезы какие-то, печали. Знаете, у мужчин такие внутренние слезы бывают.
четко внутренние слезы. Это вполне возможно. Огорчения какие-то. Может быть, свидание не получилось, может быть, что-то не вышло. Как-то хотели встретиться, но не вышло, он расстроился очень. Но он очень расстроился. И восьмерка пиковая говорит о том, что, может быть, у него есть какая-то зависимость. Или от субстанции, или от работы, или от вас даже, да, может, он привязан к вам как-то. У него есть какая-то зависимость. Или зависимость от темного настроя, темных мыслей. Какая-то есть зависимость. Иллюзий, много пустоты иллюзий. Пустые надежды, десятка пик. В общем, в мыслях у него много черноты у мужчины. Что у него в чувствах? Это может его родители, потому что это пара, скорее всего. Или это у него двое детей разнополых. Он кого-то очень любит. Червовая десятка – это привязанность и любовь, наверное, к родителям, какие-то обязательства перед ними имеет. Но у некоторых, только у некоторых может проиграться, что у него еще есть другая женщина на уме, которая замужем. Вот это у него может быть. У него есть какие-то чувства к этим двум людям. Очень многих проиграется, что это либо родители, либо дети. Но у некоторых проиграется, что это и другая женщина, которая замужем. И у него давно уже с ней связь. Что вы по этому поводу будете делать? Ну, совет вам дается, что делать, да, по этому поводу. Ну и у вас кто-то есть. У вас кто-то есть. Смотрите, как я интересно выложила. Я выложила вольта трифового и думала, что это король. Но бывает так, понимаете, я-то свой расклад не особо вижу, потому что через камеру оно не так выглядит. Ну, так, значит, нужно было. Давайте я переиграю, потому что здесь у нас валет трифовый. И что получается? Что это ваш любимый человек. Может быть, у вас есть муж и еще один любимый. Оба трифовых. Мужчины похожи друг на друга, как капли воды. Или по харизме, или по увлечениям, или по голосу, по внешности. Два мужчины очень похожи. И одного вы любите, с другим вы живете. У вас чувства, знаете, трифовая шестерка, она ведь относится к обоим, к ним, да? У вас привязанность к одному и ко второму есть. С этим вы проводите вечера, это точно. И какие-то обязательства связывают, какие-то обязательства, родственные узы. С ним будет разговор. Это может муж или другой человек, да? Ну, в общем, есть два мужчины, очень похожи друг на друга. И с этим другим будет разговор. Понятно, дальше смотрим. Что он будет делать? Вот именно этот человек. Здесь валет трифовый, не волнуйтесь. В общем, тот мужчина, которого вы загадали. Но у многих проиграется, что есть два мужчины. У нас здесь трифовая дама проходит. Значит, выходит так, что у некоторых проиграется, что тот человек, в которого вы влюблены, и он в вас влюблен, у него еще есть женщина. Понимаете? Вам у многих очень проиграется вот это родители, его дети, а вот эта женщина его еще одна. Еще одна женщина. У кого-то даже четырехугольник может проиграться, кстати, но это не у многих, у некоторых. Будет встреча с какой-то женщиной утром. Скоро будет встреча. И итог таков, что у него будет неприятный разговор с какой-то, может, это его жена или бывшая. У него с какой-то женщиной, трифовой дамой будет неприятный разговор. Болезненный разговор, неприятный. И он знает, что этот разговор состоится, он к ним готовится, он не хочет, чтобы он состоялся, но он знает, что ему не уйти от этой правды. Что он будет делать по отношению к вам? Он дал вам какое-то обещание, которое он хочет выполнить. Он хочет выполнить обещание какое-то. Поэтому он будет с ней разговаривать о вас. Может быть, он хочет поставить ее перед фактом, что он вас любит и хочет с вами быть. Что вам делать в этом случае? Вот любовные хлопоты у вас, да? Вообще хлопоты. Любовные хлопоты, бумажные хлопоты, денежные хлопоты. Вечером какая-то вечеринка, где, может, будет флирт, будет приятный разговор, будет приятная компания. Что вам делать? Расслабиться, потому что два вольта говорят, что хорошо проведите время, ничего не предпринимайте сейчас. Просто не то чтобы даже в ожидании находитесь, а находитесь просто в своей жизни. Какие-то хлопоты свои, занимайтесь собой. Не особо ждите от него много, хоть он будет пробовать устроить то, что он вам и обещал. Итог, вывод. Два туза.
Два туза. Один туз, конечно, это его туз, трифовый туз, это его трифовый интерес, но туз перевернутый. В этом случае туз перевернут, да? Тузы я читаю в прямом и перевернутом значении. Это перевернутый туз трифовый. То есть у нас трифовый туз – это его дела, может, казенный дом, может быть, его дом, да, с ним связано. Перевернутый, у него все в доме перевернуто. Если вы в треугольнике или в каких-то непонятках, у него там в доме непорядок, все перевернулось все с ног на голову. Трифовый туз перевернутый. Пик, туз пик. Ну, если бы он был перевернутый, там, конечно, было бы очень плохо. Но поскольку туз пик прямой, здесь просто какая-то плохая компания или плохие там мысли какие-то плохие, да. Что-то там вот идет какой-то процесс становления. Это не легкий процесс, потому что были конфликты, были неурядицы. Был непорядок в отношениях у него, и много обещаний, может, было вам сделано, ничего не выполнено. И теперь, вот смотрите, темные тузы говорят, что вот это все будет продолжаться какое-то время, но выход будет, потому что семерка червовая говорит, что выход есть в конце тоннеля, но этот тоннель пока еще будет какое-то время продолжаться. Я здесь вижу по этому раскладу, понимаете? Потому что семерка червовая – это все-таки свидание и близость с ним. Будет у вас свидание, близость с ним. Но он какой-то будет не в себе, потому что его обстоятельства принудили и обещания вам, которые он дал, повести себя не так, как это для него присуще. Может быть, поставить точки над «и», может быть, какое-то решение принять, и он не любит это делать. Поэтому он здесь будет напряжен. С ним может быть близость, встреча. Он действительно к вам очень привязан, и влюбленность в вас у него есть, очень горячая. Но у него сейчас полностью организм перестраивается, могу сказать. И он своей жизнью очень недоволен. Он хочет выйти из какого-то кризиса. Может, он даже чувствует себя плохо. Вот все у него не ладится, из рук валится. И он чувствует, что его жизнь как бы висит на волоске. Он еще и не там, и не там. Он еще не с вами и уже не в прошлых отношениях. А он как бы на волоске. Вот здесь такой вывод из этого небольшого экспресс-расклада. Я хочу сказать девочкам, кто будет сомневаться. Понимаете, то, что выложил предсказатель на стол, то имеет место быть. Так что, значит, нужно было здесь положить вот эту карту. И так как карты раскрылись, так я их честно вам прочла. Кто-то узнает свою ситуацию, кто-то что-то поймет, кто-то поразмышляет вслух, проведет время, выговориться нужно иногда, да. Так что я уверена, что все, кто захотят, тем этот расклад пойдет на пользу. Ну а я с вами не прощаюсь. Я знаю, что мы еще скоро и очень обязательно увидимся. И еще я знаю наверняка, что у вас все будет очень просто замечательно. До новых встреч.